5 мифов об Азербайджане. Миф 4. Армяне украли азербайджанскую культуру. На территории Армянского Нагорья и сопредельных областей с древних времен происходили контакты, которые способствовали взаимообогащению культуры народов региона, в том числе армян. Сегодня азербайджанская пропаганда активно продвигает тезисы, согласно которым армяне украли те или иные культурные элементы. В научном дискуссии обсуждение подобных тезисов не имеет смысла, потому что они лишены оснований. Рассмотрим некоторые культурные явления, которые считаются творческим потенциалом Азербайджана. Мугам. Этим словом арабского происхождения обозначают как музыкальные лады, так и жанр в музыке, распространенный на Ближнем Востоке. Мугам, как особый вид искусства в исполнении армян, азербайджанские исследователи рассматривают как заимствование у азербайджанцев. Однако этнографы конца XIX – начала XX века отмечают, что данное явление развивалось под влиянием Ирана, культуру которого также впитали и азербайджанские тюрки. Мугам, общий для народов Ближнего Востока, исполнялся импровизационно, и первым, кто его записал и обработал, был армянский композитор Никогайос Тигранян. Именно он исследовал мугам и адаптировал под фортепиано, скрипку, симфонический оркестр и оркестр народных инструментов. Армянский дирижер и композитор Александр Спендиаров назвал Тиграняна большим музыкантом-востокопевцем. Современный азербайджанский мугам отражает различные периоды истории Азербайджана, его контакты с Ираном, Арменией и Грузией, а также отношения с тюркскими народами. Этот музыкальный жанр имеет общие характеристики с иранским и турецким макамом, а также с персидским радифом. Продолжая музыкальную тему, стоит также отметить, что азербайджанцы претендуют на присвоение армянского музыкального инструмента из абрикосового дерева – дудука. Некоторые эксперты относят инструмент еще к эпохе Урарту. Исходя из этого, дудуку около 3000 лет. Согласно другой теории, дудук возник во времена Тиграна Великого, который правил в I веке до нашей эры. Также дудук под названием церанопох, что переводится как абрикосовая труба, в V веке упоминал армянский историк Мавсес Харинаци. Эти варианты абсолютно исключают возможность принадлежности инструмента азербайджанцам, которые на тот момент не существовали как этническая и культурная общность. Дудук считается одним из старейших символов армянского наследия, который на протяжении веков был частью общественной и культурной жизни народа. Этномузыковед Джонатан Макколум отмечал в своих исследованиях, что дудук символизирует национальную армянскую идентичность, и его наиболее важным качеством является способность выражать диалектику и настроение армянского языка. В 2005 году инструменту и исполняемой на нем музыке присвоили статус шедевра устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Азербайджан стремится присвоить и отдельные музыкальные произведения. Один из таких примеров – песня «Сари Ахчик», в переводе с армянского «Девушка гор», или «Сары Гелин», с азербайджанского «Невеста в желтом». Эта песня популярна в Армении, Турции, Иране, Азербайджане, Ираке и представляет собой предмет вечных споров. О том, что это музыкальное народное творчество возникло на Армянском Нагорье, в Западной Армении, ярко свидетельствует следующий факт. Это произведение знают не только в Азербайджане, но и в Турции. Любая музыка, написанная в Восточной Армении, могла легко проникнуть на территорию Азербайджана из-за прозрачности границ. Сначала от общих персидских границ, затем Российской империи, позже СССР. Чего не скажешь о тюркских народах, на Западе – турках. Им известны только те армянские произведения, которые зародились в Западной Армении, то есть на территории современной Турции. «Сари Ахчик» является одним из тех произведений, которые известны и в Турции, и в Азербайджане. С территории Западной Армении «Сари Ахчик» попала в Восточную Армению, где стала очень известной, и далее проникла в Азербайджан, где песню назвали «Сари Гелин» по первому фонетическому тождеству армянского «сари» – «горная» и тюркского «сары» – «желтая». Также об армянских корнях «Сари Ахчик» и ее дальнейшей трансформации в «Сари Гелин» говорит ряд турецких музыкантов.
Например, композитор и музыкант Санар Юрдатапан в статье о цензуре в Турции рассказал, как в рамках политики культурной ассимиляции в постосманской Турции по радио Анкары передавались курдские, армянские и греческие песни, на мелодии которых были написаны турецкие слова. В качестве примера он приводит армянскую народную песню «Сари Гелин». Композиция исполнялась в 2007 году на съезде Турецкой партии справедливости и развития в память об убийстве армянского журналиста Гранта Динка. А в 2009 году, на день города Сарыер в Турции, муниципалитет пригласил Дживана Гаспаряна исполнить эту песню. Разумеется, такой подход старших братьев приводит в ярость азербайджанцев, которые не жалеют сил и средств, чтобы выдать композицию за свою. Из-за использования произведений во всевозможных сферах культуры бесконечное количество раз складывается ощущение, будто в Азербайджане существует культ композиции «Сари Ахчик». Ей посвящены литературные произведения, фильмы, клипы, танцы. Даже есть музыкальный ансамбль под названием «Сары Гелин». Песня открывала конкурс Евровидения в Баку в 2012 году. После стольких стараний неудивительно, что азербайджанская общественность так болезненно реагирует, когда в Турции ее связывают с армянами. Когда турецкая певица Сезен Аксу спела «Сари Ахчик» на турецком и армянском языках вместе с армянским хором, на нее обрушился шквал критики из соседней страны. Очевидно, проблему в происхождении песни видят лишь в Азербайджане. Но споры бесполезны, ведь старейший образец нотной записи произведения «Сари Ахчик» принадлежит армянскому композитору, музыковеду и фольклористу Комитасу. В армянском происхождении данной композиции сомневаться даже не приходится, поскольку имеется нотная запись, сделанная рукой Комитаса и подписанная «Сурмалинский уезд Реванской губернии». Азербайджанцы ее попросту не могут присвоить, поскольку у них нет ее нотной записи. А почему они не сделали этого? Потому что это не их музыка, говорит известный исследователь армянской музыки Артур Шахназарян. Эта запись имеется в книге «Комитас», том 12, песня 276. Вагаршапаты пар. Другим музыкальным произведением, на которое азербайджанцы предъявляют притязания, является вагаршапатский танец. В отличие от «Сари Ахчик», у произведения есть автор. Оно было написано композитором Комитасом в Восточной Армении. Именно поэтому о вагаршапатском танце турки знают меньше, чем о «Сари Гелин». Что интересно, в Азербайджане уверены, что данную композицию написал азербайджанец. В чем заключается противоречие данного заявления? Во-первых, азербайджанцы приписывают авторство вагаршапатского танца Узеиру Гаджибекову, известному композитору и драматургу, который был лезгином по этническому происхождению. Во-вторых, авторство приписывается именно ему на основании того, что азербайджанцы впервые услышали вагаршапатский танец в оперете «Не та, так это». Оперета действительно написана Узеиром Гаджибековым, но некоторые композиции заимствованы у Комитаса, в их числе вагаршапатский танец, указанный в оперете без названия. Почему же именно Гаджибеков заимствовал произведение у Комитаса, а не наоборот? Комитас – композитор с мировым именем. Он был музыковедом, фольклористом, дирижером, исследователем музыки. Именно его мысли принадлежит расшифровка хазов армянской нотописи. Уже в 1894 году появляется в печати его первые записи народных песен. На тот момент Гаджибекову было всего 10 лет. Оперетта «Не та, так это» вышла у Гаджибекова в 1910 году. Комитас в этот год уезжает из Эчмиадзина в Константинополь, где продолжает свою творческую деятельность. Именно тогда у Гаджибекова зазвучала музыка Комитаса, переложенная на песню со словами, которые исполняют в оперете. Это говорит о том, что Комитас не мог слышать гаджибековскую оперетту, так как в Восточную Армению он уже не возвращался. Качери, еллы, танзере. Перейдем к танцевальной культуре. Азербайджанцы утверждают, что качери является исконно азербайджанским народным танцем, одним из видов танца еллы. Это противоречит истине. Танец качери восходит к древней армянско-языческой традиции плясок, связанных с обрядами и играми. Большинство из них было связано с годовым циклом сельскохозяйственных работ.
Важная роль отводилась пляскам, которые имели определенное место и время исполнения. Вири-вири и кочери исполнялись во время скотоводческих праздников. Язычество в Армении было принято со времен античности до начала IV века, когда христианство стало официальной религией государства. Азербайджанцы же на территории Закавказья появились значительно позже, что априори делает невозможным заимствование армянами у них данного элемента культуры. Напротив, турки и курды заимствовали у армян данные песни-пляски и исполняли их на своих языках. Лишь в советские годы эти танцы получили распространение и в Азербайджанской ССР. Примечательно, что азербайджанские исследователи в слове «тензере» пытаются углядеть азербайджанское происхождение. Однако этимология данного слова, как и его понтийского греческого аналога, отсылает к армянскому танцу «тамзара», получившему свое название от одноименного села в Западной Армении. Другой сферой притязания со стороны азербайджанцев является кухня. Армянская кухня – одна из древнейших в Азии и в Закавказье. Ее характерные черты сложились в период формирования этногенеза армян и сохраняются во многом на протяжении более 3 тысячелетий. Стоит учитывать, что армянский народ вплоть до начала XX века находился в крайне неблагоприятных условиях, подвергался многочисленным завоеваниям, лишался государственности и целостности территории. С 17 до начала XIX века Армения была поделена между Турцией и Ираном. В этот период армянское государство находилось в состоянии упадка, но духовная и материальная культура не изменились. Не погибла и армянская кухня. Напротив, армяне внесли свой вклад в кухню соседствующих народов, в том числе кочевых тюркских племен. Технологии приготовления армянских блюд, как правило, сложны и в ряде случаев трудоемки. Приготовление большого количества мясных, рыбных и овощных блюд армянской кухни построено на фаршировании, взбивании, приготовлении пюре и суфлеобразных масс, требующих больших затрат времени и труда. Армянская кухня располагает разнообразными по составу блюдами, отличается сложной, богатой вкусовой и ароматической гаммой, которая в значительной степени обусловлена самим составом пищевого сырья, стабильного на протяжении многих веков и связанного с природными условиями Армянского Нагорья и Араратской долины. Древнейшее развитие скотоводства на территории Армянского Нагорья постепенно привело к большому разнообразию культивируемых видов домашнего скота и птицы. Скотоводство стало также источником разнообразных молочных изделий, в основном сыров, а также кисломолочных продуктов. Также на территории Армянского Нагорья с древнейших времен было развито виноградарство. Именно в Армении в 2011 году обнаружили и самую древнюю винодельню возрастом примерно 6100 лет. Археологи раскопали в пещере близ села Арани пресс для производства вина, глиняный сосуд для ферментации и хранения вина, карас, виноградные лозы и семена. Утверждения о том, что армяне переняли азербайджанскую или турецкую кухню, также не имеют оснований. Ведь тюркские племена – это кочевые племена. Раньше всех остальных тюрок осели предки современных турков и тюркские народы Кавказа. Азербайджанские же тюрки, туркмены, казахи, кыргызы осели позднее. Некоторые из них до сих пор кочуют в Иране, Афганистане и Средней Азии. Кочевой образ жизни не предполагает высокий уровень развития земледелия и виноделия. Рацион кочевников состоял в основном из подручных продуктов животного происхождения – мяса, бульонов, молочных продуктов, жиров. Овощеводством тюрки не занимались, соответственно, овощи не входили в рацион. Аналогичным образом виноделие и виноградарство не могло стать частью их хозяйства. Кухня тюрок, осевших на северо-западе Ирана, иранизировалась. Поэтому сегодня мы знаем ее как кухню тюрок современного Азербайджана и территории проживания азербайджанских тюрок в Иране, которые до конца XIX века еще продолжали жить в юртах, а пища готовилась на кострах. В азербайджанском языке возникновение термина «кухня» проникло из персидского языка. Именно по этой причине на азербайджанском языке слово «кухня» звучит как и на фарси – «мятбях». С возникновением собственного мятбяха и постепенной оседлости почти вся кухня Ирана стала использоваться и азери-тюрками. Примечательно, что, упрекая армян в якобы тюркских названиях блюд, сами азербайджанцы называют ряд своих блюд на персидском языке. Например, люля-кебаб, кюфта, мутак, щербет, дашаб и другие. Распространение ложной информации о якобы заимствованных армянами элементах культуры является одним из инструментов пропаганды Азербайджана в масштабной антиармянской политике.
И несмотря на то, что культура как феномен предполагает взаимовлияние различных народов, некоторые факты, научно доказанные, невозможно оспаривать. Но мягкая сила турецко-азербайджанской пропаганды готова искажать историю любыми способами для достижения своих целей.